Итак, в этом ролике мы подробно разберем практику двух основных типов тренировок. Это подтягивание с отягощением на увеличение количества раз с весами и прогресс в подтягиваниях на одноповторный максимум с отягощением. То, что вы услышите, можно уже сегодня применять на практике под разные уровни нагрузки. С меня полезный контент, с вас лайк и подписка. В конце бонус. А это Владарович. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Приступим. Давайте разберем тренировки подтягиваний с отягощением на примере одного сильного атлета. Результаты Руслана Фатахова, который помогал мне в подготовке этого сюжета, следующие. С весом плюс 64 кг он делал 16-17 раз. С плюс 48 кг на турнике на 23 раза. Плюс 40 кг 27-28 подтягиваний. С плюс 32 кг на 32-33 раза. Плюс 24 кг 37-38 и с весом 16 кг подтягивался 42-43 раза. При том, что у него такие результаты с отягощением, без дополнительного веса он может сделать в тренировочном стиле в районе 60-65 раз. А если в соревновательном, в строгой технике, где-то 55 повторений. Также для полноты картины вам будет интересно его антропометрические данные. Рост атлета около 1,68 м и вес 69-70 кг. Ну и парню всего лишь 19 лет. Такие результаты в его возрасте – это та самая комбинация упорной работы и бесспорно отличной генетики. Ведь перечисленные результаты достиг за 3 года занятий. Мы еще поговорим, как он восстанавливается и тренируется. А чтобы вы не думали, что Руслан такой один уникум, и вы такого не сможете, я позже расскажу о результатах его учеников. А теперь давайте разбираться, как тренироваться. Первое. Когда стоит начинать добавлять веса в тренировки? Если вы подтягиваетесь 20 чистых раз, то можно начинать работать с отягощением. Чаще всего начинающие атлеты доходят до 15-16 обычных подтягиваний, и наступает ступор. И мы долго не можем пробить этот застой. Когда вы делаете в чистой технике хотя бы 15 или около 20 повторений, то уже можно начинать работать с отягощением. Но тут есть важный нюанс. Чтобы пробить плата, повесьте на пояс очень-очень небольшой вес. Например, 2,5, 3, 4 килограмма. Ну максимум 5. И продолжайте тренироваться на выносливость, как и раньше, по той же схеме, как дошли до этих 15-16 раз. Только теперь раз в неделю делайте еще и с этим отягощением. Постепенно преодолейте плата в количестве раз и по 1-2 килограмма можете добавлять веса. Для выносливости и количества раз на 2 со своим весом не стоит поднимать вес отягощений более чем до 10 кг. Например, когда вы подтягиваетесь уже более 30 раз. А как прогрессировать и подбирать веса, если вы хотите наоборот наращивать вес отягощения? Нам нужно понять, сколько килограмм мы будем использовать в рабочих подходах. Тут пока не нужно работать с большими весами на 4-6 повторений максимум. Лучше подбирайте вес, с которым вы способны подтянуться 15-16 раз. И делаем с ним в рабочих подходах по 8-10 повторений. Если вы уже более высокого уровня и ваша цель повысить количество раз с конкретным весом, например, подготовиться к соревнованиям, где нужно подтягиваться с гирей 16 или 24 или 32 килограмма на максимум раз. Ну, возьмем для примера 32 килограмма. Тогда нужно работать на тренировке с разными весами, меньшим и большим отягощением и конкретно с этими 32. Например, подтягиваться с 40 килограммами 16, 24, 32 и 48. При этом больший вес подбирается на 6-8 повторений. Например, это будет с плюс 48 килограммами. А с меньшими весами от нужного работайте на больше повторений. То есть удивляйте мышцы. Давайте рассмотрим подробнее стратегию таких тренировок. Например, если у вас сейчас максимум с конкретным весом на 15 раз с 24 или 32 килограммами, а нужно делать больше, то тренируйте большую часть занятий с этим весом, пусть это будет 32, на 8-10 раз. В зависимости от сил делайте так 5-7 подходов. Когда уже сильно устали, работайте с меньшим весом в 16 кг на большее число раз, 10-12. То есть основной диапазон повторений для выносливости с весом это от 8 до 15 повторов. В
В конце тренировки можно иногда делать без веса с резиновой лентой, чтобы проработать выносливость в разных условиях. По времени отдыха, между подходами, тренировками и количеству подходов тут все индивидуально, как подстраивается ваш организм. Дальше предлагаю разобрать количество подходов и время отдыха. Ребят, если вы недавно начали свои тренировки, либо давно занимаетесь и застряли, хотите быстрее прогрессировать, наверняка у вас накопились много вопросов, и вам будет интересен мой опыт и ошибки. Я тренируюсь с 2011 года и подготовил для вас электронную мини-книгу. Там описаны практичные вещи по тренировкам, сделанные мной ошибки и приведен рацион питания. Если хотите поддержать канал, заходите по ссылке в закрепленном комментарии. Я отправлю книгу каждому за поддержку донатом на символическую сумму. Это моя мотивация улучшать контент и работать дальше. Ну и пишите в личные сообщения, если нужна программа тренировок на рост ОФП, похудение, набор массы или изучение силовых элементов. А если кто-то из вас хочет развивать себя как автор на YouTube, но не понимаете, откуда взять первых подписчиков и почему вас не смотрят, то обращайтесь ко мне за помощью в развитии канала. Тем самым я сэкономлю вам месяцы потраченного времени на ошибки. Напишите мне, контакты в описании. Двигаемся дальше к сюжету. При тренировках силовой выносливости лучше начинать с 5 подходов и постепенно увеличивать их до 10, если вы просто занимаетесь для себя и хотите увеличить количество раз с весами. Возможно, даже 15 подходов со временем, если тренируетесь для соревнований или рекордов. По отдыху лучше не брать слишком долгий, не стоит делать около 10 минут. Оптимально 3-5 минут для начала, а постепенно можно уменьшать до 2-3 минут. Если у вас уже более 5 подходов и работаете с разным отягощением, разделяйте подходы на серии. Например, до 5 подходов отдыхаем 3 минуты, а после 5-го подхода берем более длинный перерыв в 5-7 минут перед сменой веса на более легкий. Вначале можете в одной серии подходов делать не 5, а, например, 3-4 подхода и повышать. Тут главное правило по отдыху: чем сильнее падает количество повторений, и вы делаете и чувствуете, что близки к отказу, тем больше нужно времени отдыха. Количество дней отдыха. Если не чувствуете крепатуру мышц, физически и эмоционально бодры, то можно тренироваться. Тут лучше соблюдать полное восстановление. Если крепатура есть или какая-то усталость, тут два варианта. Или отдохнуть еще 1-2 дня полностью, или стоит провести отдельную тренировку с легкими нагрузками. Какую нагрузку давать, это уже интуитивный подход. Вы не должны там уставать, и тем более приближаться к отказу. Делайте меньше подходов. Такая восстанавливающая тренировка нужна лишь для лучшей подготовки к основной, тяжелой тренировке. Чем больше объем работы на основной тренировке, тем больше стоит отдыхать. Оптимально 2 тяжелых тренировки в неделю. Так, теперь что по тренировкам на разы? Если ваша цель подтянуться с максимальным весом и наращивать именно вес отягощения, то когда же стоит приступать и пробовать брать такие максимальные веса на 1-2 повторения? Точно не стоит начинать, если вы можете подтянуться на один раз с очень маленьким весом, например, с 15 или с 20 килограммами на один раз. Если так, то вам стоит дальше тренировать выносливость и пока не проверять максимумы. Рано. Поработайте на выносливость полгода-год, сколько нужно, чтобы в рабочих весах, например, дойти до 16 или 20 килограмм. То есть могли с ними сделать на 15-16 раз максимум. И в рабочих подходах тогда делайте на 8-10 раз. Если вы будете работать на выносливость с меньшими весами, начать до 10 килограмм, то и разовый максимум будет расти. Когда вы уже будете способны сделать в силовой выносливости на раз 15 с весами 24 или 32 килограмма, то уже можно проверить себя на 1-2 раза с большим весом. Когда вы сможете на одно повторение вытягивать с плюс 40 килограммами или лучше плюс 50 килограммами, то это говорит о том, что можно начинать тренировки с максимальным весом на раз. Если уже тренируетесь с максимальными весами на разы, то проводить такие занятия стоит не больше 2 раз в неделю. Когда вы узнали свой разовый максимум, например, это плюс 45 килограмм на одно повторение,
то количество раз на тренировке подбираем на 1-5 повторений, а вес подбираем от 70 до 100% от максимального. Из-за большой нагрузки тут не стоит проверять свой одноповторный максимум каждую неделю. Лучше делайте с весом на 2, 3, 4 или 5 повторений. Сначала разберитесь хорошо в технике движения, определите методом попыток, сколько лучше отдыхать именно вам. И уже через 6-8 недель таких тренировок можете вновь проверить свой максимум на один раз. И так прогрессировать нагрузку. Кстати, ролик можно сохранить себе в плейлист, чтобы удобно пересматривать его перед тренировками. И если хотите поддержать продвижение подобного контента, подписывайтесь и оцените лайком, если полезно. Что насчет совмещения нагрузки на разы и на выносливость с отягощением? Если ваша цель увеличивать силовую выносливость, то не стоит совмещать эту нагрузку с малоповторками на разы. Лучше месяца 3-4 поработать сперва над силовой выносливостью, а потом уже перейти на малоповторку с большими весами. Сроки достижения результатов и прогресс. Это зависит от самого человека. Сколько времени вы готовы уделять тренировкам, режиму питания, сна и как быстро восстанавливаетесь. Сколько у вас уже опыт тренировок и другие моменты. Например, для силовой выносливости у начинающего и среднего уровня, которые подтягиваются мало и с небольшим весом, им можно прибавить в районе 5 и более повторений. А чем опытнее атлет, тем медленнее прогресс, и уже 1-2 повторения в месяц это будет считаться хорошим результатом. Например, если вы уже дошли до около 20 раз с весом 30 кг, то и количество повторений будет прогрессировать медленно. Реальный пример. Один из подопечных Руслана дошел с 10 подтягиваний с плюс 16 килограммами до 15 раз за 1 месяц. 5 раз за месяц – это хороший результат, и чем выше уровень, тем медленнее прогресс. Другой пример. За 4 месяца один из ребят прибавил 5 подтягиваний с 12 до 17 раз с весом 24 килограмма. Все зависит от человека и его уровня. И, ребят, контакты Руслана в Instagram я оставлю в описании. Какие частые ошибки в тренировках? Подходы у всех, конечно, разные. Что-то работает на одном, но не работает на другом. Но чаще всего ошибкой будет тренировки в отказ, на максимум. Имеется в виду, что не стоит делать каждый подход или много подходов и каждую тренировку в отказ. Лучше подумать, как распределять нагрузку. Следующая ошибка – это отсутствие прогрессии нагрузок. Когда приходим на тренировку и делаем то же самое из разу в раз. То же число подходов, столько же повторений, одинаковый вес отягощения. Дальше ошибка – это повторять программы топовых атлетов. Например, если кто-то с хорошим результатом делает 12-15 подходов, то такой объем просто кажется непосильным тому, кто привык работать на 3-5 подходов. А вдобавок еще и приведет атлета к перетренированности или травме. Вы начнете уходить в отказ в подходах, срывать мозоли, плохо восстанавливаться, так дело не будет. Нужно отдавать себе отчет, если вы тренируетесь для себя и вам важен постепенный и стабильный прогресс, без травм, или вы начинаете повторять за кумирами и быстро зайдете в тупик. Адаптируйте нагрузки под себя. Также популярный недавно тренд золотых стандартов. Когда ребята в 1-2 подходах делают в отказ и в идеальной технике, и на этом тренировка заканчивается. И так из раза в раз. Этой нагрузки недостаточно. Для самых начинающих любые тренировки будут эффективны, и будет прогресс, будь то подходы на максимум или еще какие-то схемы. Вы будете быстрее прогрессировать без особой программы, но потом будет тупик, или в весах, или в количестве раз, и тут уже придется думать, планировать нагрузку. Вначале вам нужно учиться делать все больше и больше объем, пока вы делаете мало раз и с малым весом, чтобы мышцы привыкали к нагрузке, и не стоит частить с отказами. Ребят, обещанный полезный бонус. В телеграм-канале Владарович я оставил текстовую расширенную версию сказанного в ролике. И еще некоторые важные нюансы по восстановлению, чтобы вы смогли подробно изучить и начать применять уже сегодня. Также у нас там совместный чат для обмена опытом с другими атлетами, которых уже более 3000 человек. В Telegram регулярно выходят дополнительные материалы к выпускам на YouTube.
аудиоподкасты и полезные статьи. Заглядывай по ссылке в описании, пообщаемся. Остались вопросы по видео, пишите в комментарии. Автор сюжета я, Владарович, разбуди в себе атлета. А сейчас я предлагаю вам встретиться в других роликах на канале. Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых темах.